Доброго здоровьячка, хунту и хунтуборы. Мы из Украины. Стоит на пару дней отвлечься, и уже объем новостей переваливает за несколько часов рассказа. Постараюсь уложиться в меньший срок, конечно. Рогозин отправил Макрону, которого мы считали слабаком по результатам некоторых событий, фрагмент, оставшийся в организме батутчика после посещения им достопримечательностей Донбасса. Смешно? Пока нет. Макрон, внимательно рассмотрев издалека этот фрагмент, принюхиваться не стал, почесал репу и приказал отправить в Украину мафынки, которые отличаются от остальных вот чем. Во-первых, АМХ-10РС — это никакой не колесный танк. Вообще такого класса не существует. Его выдумали персонали от большого ума и лени, не знающие о существовании машин огневой поддержки пехоты и ленящиеся писать «машина огневой поддержки танков». Называем все своими именами. А во-вторых, это очень полезная и очень нужная мафынка, особенно в рамках той тактики контрнаступления, которую используют ЗСУ. Мобильность и напористость, которым не хватало дополнительной мощи, особенно которой не было у противника. Нарезной же ствол этих штук справляется с этим на ура. В целом для нас это весьма специфическая мафынка, по сути мобильный БТР с очень мощным, как для БТР, стволом, и в наших реалиях его применение может иметь ту специфику, которой у этих машин не было в ходе миссий в Ираке, Мали, Косово, Афганистане и так далее. Куда интереснее, когда и в каком количестве мы их получим. Да, у Франции их более чем просто достаточно, но нам необходимо как можно больше и даже больше. Вывод: Рогозин оказался для Украины куда полезнее, чем мы могли рассчитывать, и я готов сказать ему спасибо, но Макрону больше. Еще нелепого. Когда Кремль хочет провокацию, он всегда ищет людей под нее. Насколько подходящих, мы хорошо помним по вот этой даме. Но старается. Так вот тут сеть пронзила новость. Будет нам полковник из США, майор из Британии, да хоть верховный шаман из Новой Зеландии. Все экс. И все скажут ровно то, что надо Нарышкину. Безликая муйня. С чего отставнику из Огайо хвалить жгут Эсмарха, винтовку Мосина, танк «Армата» с пробегом до первого вспыха на параде? Ясно, что только за кэш. А раз отставники точно не от себя вещают, ура! Можно с именами поиграть. Замените их имена на «Пузырь в луже». Насладитесь заголовками. «Пузырь в луже» из британского аналитического 10-го центра «Британал 10 цент» оценил шансы России взять Берлин после Бахмута как очень высокие. Как по мне, отличная замена. В отличие от очередного облезлого майора с Паркинсоном, даже креативно получается. Дарю. Смело пользуйтесь, а то эти ребята в Россми прям пачками разгоняются. «Пузырь в луже» признал. Санкции США не работают, в отличие от мясокомбината «Невская трапеза». Наш смех — это хотя бы искренняя реакция. Ведь зачем так называемая РФА спускает тонны купюр на бесполезную джинсу? Я понятия не имею, не понимаю. Нет, я понимаю насчет распила бюджетов, однако смысл столь нелепого прикрытия уловить не могу. «Пузырь в луже» из США похвалил тактику «Пунцовое кольцо Шойгу» после перегруппировки в Балаклее. Но ведь обычные люди это не прочтут. Тогда зачем они это тиражируют? Причина проста. Запускают волну помойные сайты на WordPress. Кто их знает? Да никто. А в Россми и без ссылки любую хню поставят. Ну так ставьте со ссылкой, так же весомее. Путину показать. Знаете, если он интернетом не умеет пользоваться, можно нужную инфу нарисовать в Paint и принести шефу распечатку. Сложно, дорого, смысла ноль. А ведь делают. Идеальный бардак. Я очень рад, что мы можем поржать над настолько баснословными тратами. Например, на джинсу враг спускает бабосов куда больше, чем на реальные замеры социологии по странам. Идет джинса. РТ вместо умелой пропаганды на Европу штампует эталонную кринжуху. Отлично! Россия могла нам вредить, слава богу, без нашей слабинки не умеет. А потому она наваливается с двойной силой на коронный трюк. Свистать всех наверх! Фельдмаршал де Золупьен, вы готовы комментировать новинку ВСРВ «Пробковый шлем» вместо каски? Ах, он занят.
Зовите генерала Хэнка Педрилла. Он уже подменял пару раз. И заодно звоните на восток. Хан Напихан 2-й месяц на связь не выходит. Что там у него вообще? Работают ребята. Где же еще винтовку Мосина в 2022 году похвалят-то? Максимум в музее. Будь все наоборот, нам было бы сложнее, может и намного. Спасибо тебе, пузырь в луже, купленный и проданный 6-й частью суши. Лавра. Этот день мы приближали и можем повторить в одном флаконе. Внимание на скрин. Такие сообщения создают ощущение, что УПЦ МП что-то там принадлежало, а государство у них это отобрало. Это не так. Кто там это ляпнул? Целый министр Ткаченко? Ну что ж, министр Ткаченко, придется снова показать всю вашу зеленую пустую суть. Все, что расположено в Киево-Печерской лавре, принадлежало и принадлежит государству в лице музейного комплекса Киево-Печерский заповедник. Но большинство объектов находится в безоплатной аренде у УПЦ МП. В Нижней лавре эта аренда долгосрочная, а вот у 2 храмов Верхней лавры аренда истекла 31 декабря 2022 года, ее не продлили, и поэтому УПЦ МП ими пользоваться больше не может. Министр Ткаченко, все ясно. Кто там за твою комарилью голосовал? Вы оценили важность персоны, глубину мысли? Готовьтесь голосовать за зеленых снова. Вам же нравится поржать. Напомню, что рождественскую службу в одном из этих храмов, Успенском соборе, проведет ПЦУ. По сети бродят призывы поддержать это событие всех, даже неверующих. Так вот, я подозреваю, что атеистов может собраться гораздо больше, чем ожидается. Если вы будете в Киеве, приходите. Такого не было много сотен лет, чтобы украинская церковь на своей территории, не спрашивая ни у кого разрешения, проводила рождественские службы. Еще 2 слова про Макеевку и будем заканчивать на сегодня. Вы наверняка слышали, что в ходе выпускного вечера в Макеевском ПТУ ни один живой человек не пострадал. А вот вам то, о чем вы не слышали. К этим событиям приложились те ландшафтные дизайнеры, которым мы с вами постоянно помогаем и отправляем им часть ваших донатов на ЗСУ. Так что можете смело всем говорить, что этот выпускной в Макеевском ПТУ прошел с вашей личной помощью. Зуб даю. Инфосотка. А когда я уже заканчивал текст для ролика, выползла еще одна новость. Я правильно понимаю, что к этому времени россиянские организмы должны успеть вернуться до Ростова, а иначе как они собираются этот приказ выполнять? Так и запишем. Ок. Снова пытались надурить. Чуть не забыл про Ростов. Губернатор Ростовской области РФ, где вечером 3 января сработала система противовоздушной обороны, заявил, что военные страны-оккупанти сбили страшную воздушную цель, угрожавшую нарушением мятежного покоя всем ростовчанам. Натовский воздушный шарик. По словам Губера, около 22:08 по местному времени на высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект у хворме шара, который свободно летел по ветру или до ветру. Было принято решение о его ликвидации. Чиновник настоятельно просит всех сохранять спокойствие. Присоединяюсь к словам чиновника. Сохраняйте спокойствие, ростовчане и все россиянцы в целом. Воздушные шарики вам не страшны. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.